Всем привет, это цикл Delphi игровые алгоритмы, и с вами я, Виталий Соколов. В сегодняшнем видеоуроке мы с вами поговорим о том, как заставить какого-нибудь игрового персонажа или еще что-нибудь передвигаться в то место, куда вы кликните мышкой. Возможно, это вам пригодится, например, для создания стратегий. Давайте рассмотрим, как это все создается и делается. Для этого мы должны знать координаты, где мы с вами кликнули, поэтому создадим с вами переменную клик, а тип у нее будет tPoint. tPoint это тип, который хранит две координаты x и y, то есть у нашего клика через точку мы сможем добраться как до координаты x, так и до координаты y. Далее нажимаем на нашу форму и выбираем ее событие, которое называется onMouseDown, то есть когда мышка нажата. И здесь будем получать координаты. Это будет происходить довольно легко. Клик.x мы присваиваем x, потому как у нас здесь x и y уже прописаны. Только они здесь локальные, а нам нужна глобальную переменную. И вот click.y присваиваем y. Все, координаты мы получили. А в form_create мы с вами должны какие-то начальные значения получить. Например, click.x мы присвоим -1, то есть где-то за пределами типа кликнули. Click.y мы присвоим тоже -1. А дальше давайте с вами посмотрим. Так, у нас там координаты где-то были. Вот, px, py, это там, где рисуется наш персонаж. Вот, отлично. Давайте теперь в таймере дважды кликнем по нему и где-нибудь в конце будем проверять, собственно, как там все у нас будет происходить. Проверка будет следующей. Если клик x больше или равно 0, значит мы с вами где-то кликнули в пределах нашей игровой области и туда можно пойти. Так, а дальше мы будем проверять, как в разные стороны. Каждая сторона, скажем так, проверяется следующим образом. Если место, где мы кликнули, координата x у него меньше координаты нашего персонажа, значит нам нужно двигаться влево, и мы координату по x уменьшаем на единицу. Если мы кликнули право, то есть координата x больше координаты x нашего персонажа, то мы увеличиваем px. То же самое мы делаем по координатам y. Ну и в конце мы с вами проверяем, если координата x, где мы кликнули, станет равна координате x персонажа, и координаты y тоже также совпадут, тогда мы клик x мы присваиваем -1, то есть движение нужно закончить, грубо говоря. Вот если мы сейчас с вами запустим, я вот где-нибудь вот здесь вот кликну, то персонаж сейчас дойдет до этого места и остановится. Вот, пожалуйста. Ну, у нас ведь верхний левый угол считается. Вот я кликаю сюда, сейчас он тоже верхним левым углом подойдет и станет там. Отлично. В этом плане у нас с вами все реализовано. Всем спасибо за внимание. Там можно будет подделать, если хотите. Для остановки, например, тут можно еще px минус сколько-то сделать, чтобы он останавливался не верхним левым углом, а, например, посерединке и так далее. Но это вам будет домашнее задание, я думаю, это сделать будет несложно. А если все-таки сложно, задайте этот вопрос, и я сделаю еще один видеоурок по этой теме, но уже доработаем ее, так сказать, до конца. Всем спасибо за внимание. Добавляйтесь в группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал на YouTube, задавайте вопросы в группе и на нашем сайте delgame.ua на форуме. И количество видеоуроков будет увеличиваться. Всем пока и удачи!